Всем привет из Ирландии. Ирландская миграционная служба очень сильно разошлась. Вот депортировали чартерным рейсом 39 грузин обратно к себе на родину, то есть в Грузию. Это уже второй такой рейс. Первый был в феврале 25 года, там депортировали 32 человека, а сейчас 39. Там были семьи, дети, то есть мужчины, женщины, то есть полный комплект. Я к тому, что, видите, Ирландия все-таки всем видом своим показывает, что не будет мириться с нелегальной миграцией, с теми людьми, которые нарушают миграционную политику Ирландии. То есть люди жили просто на птичьих правах, то есть им уже отказали во всем, что только они подавались, но это международная защита, то есть им отказали, а люди все равно находились в этих центрах, не хотели уезжать, то есть куча апелляций и так далее. Вот почему новые правила скоро, да, в ближайшем будущем будут введены в Ирландии, и уже не можно будет подавать все эти апелляции, затягивать все эти да, дела до безумия какого-то, и быстро будет решать, человек достоин международной защиты и того, чтобы проживать на острове Ирландия, в республике Ирландия, или все-таки он должен покинуть эту страну, либо если он остается, то он уже нелегал, и потом как ни крути, его потом словят и депортируют, да. То есть Ирландия колоссальные деньги тратит на то, чтобы именно депортировать грузин. Чего акцент идет на грузин? Потому что когда Россия вторглась в Грузию в 2008 году, много очень грузин приехало сюда, то есть попросили убежище, то есть не временную защиту, ее тогда еще вроде бы не было, а именно международную защиту. Но, как я понимаю, многим отказали, потом все уже успокоилось. Грузия, если не ошибаюсь, уже эта страна теперь безопасная, и многие здесь остались на птичьих правах и не хотят уезжать. Как говорят, что многие еще даже в центрах размещения, очень много, там 2 или 3 тысячи грузин осталось. У меня никаких претензий к грузинам нет, у меня претензий к другим, к тому, например, что почему именно акцент такой идет на грузин. Мне кажется, очень много других людей и наций, которые находятся в Ирландии, и они покруче чудят, да, и делают. Но есть одно но. Многие из этих наций, ихние страны входят в Евросоюз. И тех людей, которые из Евросоюза сюда приехали, конечно же, их выгнать и депортировать намного сложнее. То есть, если ваша страна в Евросоюзе, то, конечно, и вы даже какой-то такой, да, немножко неправильный гражданин, да, то тебя будет все равно сложнее депортировать, чем того же грузина, не знаю, там, бразильца, да, ну и всех остальных, чьи страны не входят в Евросоюз. Пишите в комментариях ваше мнение, почему такой акцент делается именно на грузин. Мне непонятно, что так Ирландия и ирландская миграционная служба так взъелась. Уже второй чартерный рейс организовывают и именно, да, выдворяет целыми семьями. То есть вот вам пример того, что все-таки, да, что-то меняется. Таких акций в Ирландии я, лично вот за 3 года, вот только в феврале 2025 года и вот, да, в конце апреля 2025 года. До этого я не слышал и не читал. Если вы знаете еще какие-то кейсы по депортации именно чартерными рейсами в Ирландии, напишите, когда это было, в каком году. Просто интересно почитать и узнать, да, потому что я вижу, что пока идет акцент почему-то именно, еще раз повторюсь, на грузин, не понимаю, что не так. То есть, да, люди могут быть там в каких-то статусах, что-то не так, но прямо вот так вот такой акцент делать, да, прямо вот так вот там с гардой, с приставами, фотоотчеты, садим, улетаем, привозим, то есть прям вот такая, знаете, немножко показуха. Обратно же это Ирландия, ихние правила, ихние законы, они имеют право делать все, что они хотят в своей стране. К этому претензий у меня никаких нету, я просто рассуждаю и просто спрашиваю, да, у вас, как вы считаете, это правильно, гуманно, все делает, классно, адекватно, либо все-таки что-то здесь не так и немножко это какая-то такая, да, показуха или нет. То есть жду ваших комментариев, ваших ответов, ваших рассказов. Может, вы знаете кого-то лично, кого депортировали из Ирландии, да, по тем причинам, что именно нарушил не закон именно сам, да, криминал какой-то, нет, именно миграционные законодательства, то есть ему не выдали, да, продленную АРП-карду или не выдали там, одобрение на международную защиту, то есть он остался и потом его, да, депортировали. Про криминал мы не говорим, то понятно, криминал, если там украл,
убил, еще что-то сделал, какие-то махинации там экономические, с бабками, наркотики и так далее. Это мы не обсуждаем, это даже не обсуждается. Сразу человек садим либо в тюрьму, либо сразу его просто выдворяем. Это понятное дело, такие люди в этой прекрасной стране не нужны. Но если люди были как бы законопослушны, все хорошо, почему вот так вот их чартерными рейсами именно садят и просто увозят, да, на карете в Грузию, на такой летающей карете? Вот этот вопрос меня немножко, конечно, смущает. Непонятно, от чего они именно доклепались до хороших грузин, которые тоже добрейшие люди, с отличной кухней, и вообще они позитивные, классные. У меня пару знакомых было в своей жизни. Это реально искренние, душевные, такие веселящие, позитивные люди. Всем добра, позитива. Ты на связи, держу в курсе.